Дорогие друзья, всех приветствую. В сегодняшнем видео хочу очень вкратце постараться рассказать плюсы и минусы данной радиостанции. Это Quansheng UVK5 в скобках 8, то есть модификация обновленная. Тут изменен немножко дизайн, а так в принципе все внутри одинаковое, как и у предыдущей модели. Вот. Характеристики существенно ничего рассказывать не буду, так как в интернете, в ютубе очень много разных видео, где описываются характеристики, управление, меню и все остальное. То есть хочу просто для сравнения показать работу самой радиостанции, так в двух словах, показать разницу приема именно радио с вот такой радиостанцией Baofeng UV82. Ну, а вы уже визуально уже посмотрите. Вот. Остальные какие-то уже действия будем производить уже в следующем видео. Там, если интересно будет, работу на дальность Baofeng и работу на дальность Quansheng. Ну что, дорогие друзья, давайте приступим к короткому сравнению. Для начала включаем радиостанцию, вот, и включим радио. И включим на этой радиостанции радио. Это работа именно вещания радиоприемника. Данной радиостанции Quansheng звучание более такое вот высокочастотное и немного режет ухо, в отличие от звучания Baofeng. У Baofeng более глубокое звучание. Ну, это как по мне. Теперь, что еще, какой большой плюс вот в этой радиостанции? Да, у нее очень много разных наворотов, функционал очень такой, довольно-таки приличный для обычной, скажем так, я бы назвал более аматорской рации. Вот, то есть, довольно-таки много что в ней есть за очень дешевую стоимость относительно. Что в этой радиостанции интересного? Это мое мнение как аматора, скажем так, и любителя. Вот. На самом деле данные радиостанции я покупал для того, чтобы можно было пользоваться именно рыбалке, чтобы можно было пользоваться на поездках на велосипеде. Вот. То есть в принципе в основном для таких вот мелкобытовых функций. Но тем не менее, то есть здесь в Baofeng UV82 все понятно. Вот, кнопка PTT с двумя функционалами A и B. Вот, то есть можно менять вызов, нажимая кнопку PTT. Вот, здесь немножко по-другому. Здесь нужно установить вызываемую частоту. Вот, и в принципе с помощью кнопки PTT пользоваться именно определенной частотой. Вот. Но большой плюс в этом в том, что можно задать, к примеру, допустим, там верхний раздел будет, к примеру, фиксированные радиочастоты, нижний, допустим, раздел можно задаваемые радиочастоты установить. Вот как здесь, допустим, в данном случае. То есть вверху у нас установлены фиксированные. Плюс я добавил еще там дополнительно свои частоты. А нижние, допустим, там переключив на нижнюю, вот здесь уже выбираются уже из разряда, то есть задаваемых частот. То есть можно установить любую частоту вручную, там, допустим, те же самые вот 446
0,93. Вот. Так что будет, в принципе, одна частота. Вот. На вызываемое. Показан уровень сигнала. Показывается. Также очень интересная функция в данной рации — это захват частоты, то есть сканируется частота, вот, и сканируется субтон. То есть, если, к примеру, допустим, здесь нажать функцию там F4, вот, и здесь нажать вызов, и можно кнопкой меню, вот, выбрать пустую ячейку и сохранить, допустим, там захваченную частоту, отсканированную. Вот это большой плюс. Вот. В том, что даже высвечивает не только частоту, а и субтоны в том числе. То есть еще раз вот я покажу, к примеру, допустим, там, ну, вот образно говоря, там, вот у нас на этой рации есть на втором диапазоне 144,5. Вот пример, допустим, здесь мы выбираем сканирование, выбираем. Вот отобразилось 144,5. Единственное, что здесь не установлен субтон, поэтому здесь субтон не отобразился. Вот. Кнопкой меню выбирается раздел, потом выбирается кнопками, вот, в какую ячейку сделать, сохранить эту частоту, и подтверждение меню, сохраняется эта частота. Вот. Это большой плюс, мне это очень понравилось. Так, что еще? Вот. Ну, само собой, допустим, здесь можно установить вот такую функцию, как тот же Роджер. Вот, после вызова отпускается, и на принимаемой станции вот, звуковой сигнал отображает то, что, допустим, там передача закончена. Ну, в принципе, это тоже немаловажный такой момент, что надо там прием на связи, прием. Вот. Так, что еще? В принципе, она довольно-таки легко и просто подключается с помощью шнура. Вот такой вот шнур бауфеновский. Вот. Можно точно так же подключать к программатору его. И с помощью этого шнура, вот, чтобы вручную не лазить по меню, вот он подключилась, загорелся синий светодиод. Программа для данной рации Quansheng. Вот он сайт. Именно кваншенговский, англоязычный. Ссылка будет в описании на этот сайт. На этом сайте можно выбрать именно модель рации. Вот они вот все Quansheng. Допустим, по вот этой рации, которая К5 в скобках 8, на нее есть, скачать можно каталог, можно скачать мануал на английском языке, и можно скачать соответствующую программу, с помощью которой можно, допустим, там управлять этой рацией, там что-то менять, программировать что-то. Небольшое отклонение хочу показать. С коробки данная рация имеет прошивку 2.1.25, если не ошибаюсь. Если зайти в предыдущую модель УВ-К5, просто К5, то здесь внизу, спустившись вниз, можно найти вот такую вот, как УВ-К5 Firmware. Именно новую прошивку для рации УВ-К5. То есть она точно так же подходит и для этой рации. Все то же самое. Я ее, кстати, перепрошил на эту прошивку. Здесь прошивка стоит 2.1.26. Вот, то есть самая последняя. Она, по сути, она, если у кого именно К5 рация, то в принципе, да, это более новая прошивка. Если вот такая рация, то смысла пока менять прошивку нету. Ничего существенного там не меняется. То есть я вам сейчас покажу, что здесь стоит вот одна из последних прошивок. Вот. Итого у нас получается, мы заходим в настройки,
Мои рации COM7 здесь подключено к компьютеру. Окей. Вот. И чтение выбираем. Сейчас данная рация прочтет. Программа ее. Окей. То есть что мы можем здесь увидеть? Версия вот 2.01.26, а была с коробки 2.01.25. Дальше что у нас есть? Функционал настройки боковых вот этих кнопок функционала. Отображается здесь вот один квадратик и два квадратика на кнопке. Вот. Я установил первую кнопку при нажатии отключения шумодава, при длительном нажатии включения фонарика. Нижнюю кнопку при включении я выбрал радио, вот обычное радио, и сканирование. Вот. Так, что еще у нас есть дальше? Command Setting. Вот это основные, в принципе, настройки, короткие, но основные. В двух словах. Время разговора, время подсветки. Кстати, вот что, а подсветка здесь всего лишь максимально 5 секунд. Вот, можно отключить, конечно. Ну, 5 секунд. Хотелось бы хотя бы минимум 8. Поэтому, когда что-то функционал выбираешь, очень быстро отключается подсветка. И, скажем так, вот в ясную погоду как раз, в принципе, видно отображаемые символы на рации. Но если это, скажем так, более такая пасмурная погода или более темно, конечно, немножко трудновато будет посмотреть. А в яркую, как раз в солнечную погоду, очень хорошо видны символы без подсветки. Дальше, что еще можно? Можно выбирать вот здесь вот либо полный full screen, будет отображаться при загрузке рации вся информация. Можно выбрать welcome info, то есть то, что вы напишите, то и будет отображаться. Либо можно выбрать вольтаж, то есть при включении рации будет показывать оставшееся напряжение на аккумуляторе в этой рации. Сохранность батареи, экономия, там в двух словах, микрофон, уровень микрофона, то есть в принципе, ну и язык английский или китайский. То есть здесь я же что так несущественное меню, именно вот корректировка этого меню. Что еще дальше? Эти я даже не лазил в эти DTMF сеттинг. Я не вижу в этом смысла, и скажу так, я в этом не сильно разбираюсь. Вот, дальше channel, MR channel. Вот. Это на самом деле, то есть фиксированные частоты, которые в принципе можно ввести каждую вручную. Вот, я немножко сделал проще. У одного из людей, которые выложили видео в YouTube по этой рации, человек выложил файл, вот, который уже был забиты эти частоты. То есть на самом деле вы можете эту настройку вот с частотами, все, если вы забили это все в эту программу, вот, вы потом можете сохранить все это с учетом и частот, и настроек. Вы можете сохранить отдельным файлом. И потом, к примеру, допустим, подключив другую рацию, другую рацию, или, к примеру, допустим, через время вы что-то там переклацали, понаклацывали, вот, можете опять ее прописать, и будет у вас все то же самое. Что еще здесь? Дальше VFO. Это открытые уже частоты с коробки. Кстати, многие в YouTube показывают, что надо заходить в подменю, то есть нажав одну функциональную клавишу PTT и включение, чтобы зайти в расширенное меню. Но на самом деле вот у меня с коробки она уже была все активировано, то есть все уже подключено было. Вот, то есть, грубо говоря, начиная от 50 МГц до 600 МГц, как вот написано в описании. Так, что еще? Скан-лист, как правило, то есть это вы в принципе можете разбить его, переносить вот один лист, допустим, там кто-то делает LPD частоты, в другом листе, допустим, делает PMR частоты, к примеру, допустим, там я поступил немножко проще, я в одном и во втором листе все перенес, все частоты в один список, выбрал одну какую-то частоту заглавную,
Вот. Тут для чего это? Для того, чтобы можно было, допустим, там вот здесь вот потом нажать кнопку сканирования, и оно будет сканировать именно по фиксированным частотам. Потому что если здесь не выбрать вот это, то по обычным задаваемым частотам сканирование будет работать, а по фиксированным частотам не будет. Вот. Пока вы не сделаете вот эту вот манипуляцию в меню. Вот. Ну и в принципе последнее здесь, что есть, это вот радиочастоты, обычные FM частоты, которые вы забиваете, чтобы, допустим, не сканировать там. Вот. Они уже, получается, как бы фиксированно у вас уже работают. Ну, сейчас вот она подключена к компьютеру, поэтому она не будет работать, не будет показывать. Это в принципе все. Ну, дальше можете, вот, нажимаете Save, оно говорит, куда сохранить, сохраняете, подписываете, и вы просто знаете, что у вас все, что настроено, все настройки, которые есть в этой радиостанции, вы сделали, все частоты, которые вы забили, вот, все это в принципе высвечивается у вас потом отдельным файлом туда, куда вы сохраните, и вы можете потом это все восстановить довольно-таки быстро. Вот. В принципе, как бы я же говорю, что очень интересная рация за очень недорогие деньги. Вот, аккумулятор написано тут 1000. Сейчас я открою, покажу в 2 словах. Вот. Отключаем шнур. Вот. Да, тут, ну, опять-таки все знают, уже не секрет, но то есть в этой рации есть разъем Type-C для зарядки аккумулятора, то есть от пауэрбанка там или любого другого зарядника. В чем преимущество? Вот. Аккумулятор отщелкивается нажатием и отодвиганием вверх аккумулятора, то есть вот он аккумулятор. Да, так вот на аккумуляторе написано 1600 мА. Ну, я бы не сказал, что здесь 1600, объясню почему. Потому что, допустим, там вот в этих рациях Baofeng тут вообще написано 2800. На самом деле здесь порядка 1500 мА. Вот в этих аккумуляторах. То есть вот в этом аккумуляторе 1500 мА. Вот. Этот аккумулятор тяжелее, чем этот. Поэтому, скажем так, я сомневаюсь, что не проверял еще, скажем так, зарядом-разрядом ее на приборе. Но я думаю, что здесь, если есть там 1100-1200 мА, то это будет очень хорошо, но не 1600. Вот, потому что аккумулятор тоненький, вот, аккумулятор легенький. Вот, его вес где-то примерно грамм, где-то около 80 грамм. Вот, ну, без клипсы, соответственно. То есть, в принципе, вот вкратце, что я хотел рассказать по поводу данной радиостанции. Если будет интересно, в следующем видео на подходе у меня там еще такие радиостанции придут. Вот, и уже, если будет интересно, пишите в комментариях. Хочу сделать тест по дальности работы между двумя вот этими радиостанциями. В принципе, пятерки у меня Baofeng нету, вот, но тем не менее UV82 тоже считается, скажем так, народной радиостанцией, как и пятерка, в принципе. Вот, и хочется, как бы, я уверен, наверное, люди захотят примерно для себя понять, насколько все-таки разница будет в дальности и в качестве приема между Quansheng и Baofeng. Вот. Ну, в принципе, хотел очень коротко, но не получилось совсем коротко. Так что, дорогие друзья, если что-то будет интересно, пишите в комментарии. Вот, если что-то знаю, подскажу. Вот, хотя я же на самом деле я аматор, в отличие от других пользователей радиостанциях, которые можно встретить в YouTube, там, в интернете. Вот это я так рассказал в 2 словах о своих, скажем так, замечаниях, о своих положительных взглядах по данной радиостанции. Я же говорю, что было бы здорово, если бы радиостанция подсветки была, допустим, чуть подольше, освещался дисплей, и, скажем так, если бы звучание было чуть поглубже, не такое писклявое. Вот. Было бы вообще идеально. Вот. Понятно, что влагозащиты здесь никакой нету.
Вот, желательно, если ее использовать, желательно это все делать, хранить в чехле, ее держать в чехле. Вот, если, допустим, там, используя на велосипедах, когда я езжу, катаюсь, я сюда подключаю тангенту, вот, выношу ее на футболку, вот, для того, чтобы рация сама лежит либо в рюкзачке, либо в чехле, вот, само собой, то есть для того, чтобы она не телепалась где-то на поясе, потому что, скажем так, та же клипса или там что-либо другое, ну, это немножко не то. Вот. По качеству еще хочу сказать, по качеству сборки, вот, в принципе, вот у V82 такая вот, ну, такой орехокол, такой приличный. В принципе, это ничем не уступает в плане изготовления. Никаких люфтов, никаких тресков, никаких, ничего такого нету. Вот. Единственное, что, как и здесь, вот в этой радиостанции, довольно-таки мягко включался поворотничек. Я туда подложил резиночку, чтобы немножко, скажем так, затормозить включение. Точно так же и здесь. Здесь довольно-таки легко крутится это колесико. Все об этом акцентируют внимание. В принципе, сюда точно так же я планирую подложить такую чуть побольше резинку, для того, чтобы затруднить движение этого регулирующего колесика. А так, в принципе, как бы вот все, что я хотел сказать. Вот. Так что я же ушел. Ну, если немножко неправильно что-то рассказал в плане терминологии, прошу прощения. Я в этом не сильно разбираюсь. То есть не профессионал, скажем так. Вот. Ну, в принципе, не собираюсь в этом сильно разбираться. Мне для определенных нужд она нужна. Также хочу сказать, что у меня еще есть вот такие маленькие укороченные антенны. Очень удобные. Вот, мы ходим вот в лес, чтобы длинная антенна не мешала. Рация на клипсе. Вот, где-то висит сбоку. Вот, антенна не мешает. Вот, расстояние между нами небольшое. Это, скажем так, в лесу на тихой охоте. Вот, поэтому расстояние, как правило, ну, это 200-300, ну, 400 метров. Это так, самое большое расстояние. Поэтому, в принципе, такой маленькой антенки больше, чем предостаточно, вот, для рации. И при этом довольно-таки неплохой прием и передача через такую маленькую антенку. То есть, ну, вот так вот она выглядит. Профиль, вот торец. Задняя крышка аккумулятора с клипсой. Вот вид сверху. Скажем так, если это полностью дизайн производителя Quansheng, то в принципе они молодцы. Вот, визуально довольно-таки неплохая получилась радиостанция в плане функционала, в плане дизайна, в плане эстетики, скажем так. Вот, все отлично, все в принципе хорошо, кроме вот времени подсветки. Мне это не очень нравится, такая короткая подсветка совсем. И при том в настройках это, я повторюсь, самая большая 5-секундная настройка. Вот. А так я же шел. Очень компактно, очень удобно, очень стильно. Вот. Супер. Мне нравится. Вот. Так что, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Вот. Всего хорошего. Всем пока.